Привет, мои дорогие! Это ясновидение. И здесь я взяла для вас 3 карты. Эти 3 карты вышли ко мне в духе, когда я спросила, что нужно знать сейчас моим дорогим слушателям. И я это делаю обычно как ясновидение. Вечером, как я уже вам сказала, зажигаю свечу. Ко мне выходят карты сами в духе. А потом с утра я записываю для вас видео, в которых я это откровение вам просто передаю словами, которые мне пришли. Какие перемены в отношениях не заставить себя ждать? Какие перемены будут в отношениях между вами и вашим любимым человеком? Чего вам не избежать относительно вашего будущего с тем человеком, о котором вы сейчас спросили у высших сил? И я спросила для вас у высших сил тоже. Сейчас вы можете оказаться здесь вместе со мной в духе. То есть ваш двойник может прилететь ко мне сюда. И это будет лучше, чем заказанная за какие-то деньги консультация. Потому что виртуальность – это теперь новая реальность. Вы знаете это. И виртуальность передает именно движение Священного Духа. Ну, вы это все знаете, я уже это рассказывала в других видео. Просто для новых людей говорю, кто, может быть, не знает меня. Мне очень приятно, что вы зашли. Итак, какие перемены будут в вашей паре? Вот ваша пара. Сюда можно представить своего двойника. И здесь мужчина. Ваша пара. Каких перемен вам не избежать? Что будет такого между вами, что вас удивит? И какие перемены будут незамедлительно, то есть не заставить себя долго ждать? Я хочу сказать, что проиграется у всех в разном процентном соотношении, но то, что проиграется у всех, это однозначно. Итак, мне в духе вышли 3 карты. Первая карта, которая вышла, это карта якорь. В духе она вышла. Карта якорь означает то, что вы поймете, что жизнь – это как и якорь, и как паруса, да? Потому что она компонуется вместе с девяткой пик, вы здесь видите, да? И что такое девятка пик? Ну, вы с этим человеком, может быть, многое прошли, может быть, вы уже живете вместе или встречаетесь давно. И, может быть, были качели, и недопонимания, и всякие, и разлад был, и опять мирились, и то пропадал, то появлялся, то вы сомневались в нем и в себе, главное, сомневались. Потому что девятка пик – это когда настрадались в этих отношениях. Здесь такая вещь. Может быть, 2 варианта. То, что высшие силы могут дать нового человека, который будет очень стабильный. Этот человек может прийти к вам, приплыть из-за рубежа даже. Потому что, знаете, якорь, он же бывает у кораблей, да? А корабль – это заморский принц, может быть. Или же ваш человек станет этим заморским принцем. Он повзрослеет, он поймет, что любовь и отношения начинаются изнутри. Мы иногда думаем, что мы ищем других людей для отношений, но мы на самом деле учимся иметь отношения. Если вы умеете иметь отношения, и он тоже научится этому, у вас, может быть, или у самой жизни, у вас все придет в норму, все придет в порядок. Потому что якорь, когда есть стабильность, и в то же время, когда вы открыты к новому, потому что он меняется каждый день, и вы меняетесь, и у вас есть паруса. То есть, как у любого корабля есть или мотор, если современный корабль, или паруса, и есть якорь. Вы можете и плыть вперед, и разнообразная, интересная жизнь вместе. И в то же время ощущать, что вы в отношениях, что все стабильно, человек вам верен, человеку можно доверять. Вот эта карта вышла в духе и все вам объяснила. Карта, которая вышла в духе за первой, это карта кольцо. И
Что такое кольцо вообще для вас означает? Вы знаете, для всех людей по-разному. Каждый символ, каждое слово, каждый слышит по-своему. Мир, он всегда субъективный. Это, знаете, я как-то сделала ритуал с кольцом и сказала, что золотое или серебряное кольцо, если у вас есть, используйте. А мне люди писали некоторые, немногие некоторые, что у меня в жизни не было даже серебряного кольца. Видите, у одного человека не было даже серебряного кольца, а у другого человека есть много колец и даже с бриллиантом. То есть все люди очень разные. И для всех кольца означает разное. Для Папы Римского кольцо что-то означает, но не всегда выполняет это обещание, да. Но у него тоже кольцо специально ему одевают на палец, когда его коронуют, так называемо, да. У короля, я не знаю, у кого еще есть кольцо. И у вас, может быть, есть кольцо. Может быть, это обручальное кольцо или же кольцо, которое вам мама подарила на какое-то событие. Что такое кольцо для вас и для отношений? Это может быть или обручальное кольцо, или кольцо для помолвки. Мужчина для многих очень проиграется, даст вам такое кольцо. Кольцо помолвки, кольцо обещания. Кольцо – это обещание, а также это обязанности. То есть я вижу, что кольцо означает здесь для многих, что мужчина выполнит долг, выполнит обязательства, которые он дал вам. То есть ему можно доверять. Он будет верный, он выполнит то, на что он сподвиг себя, когда он начинал с вами отношения. И, может быть, он растерял это все, а теперь время вернуться к началу и вспомнить об этом кольце. А для кого-то это новое кольцо, это новое увлечение, это новый мужчина. Будьте свободны, будьте открыты. И если мужчина вам доставил много неприятностей, я хочу сказать, что для многих это новый мужчина, который будет полной противоположностью. И с ним вместе вы поверите, что есть любовь, и будете счастливы. Вот птицы запели, просто соловьи. Третья карта, которая вышла в духе, в откровении, это карта сердца. И здесь то же самое. У каждого сердце по-своему работает. Нет двух одинаковых ритмов сердца. У каждого человека сердце работает по-своему. У одних людей сердце имеет один звук, как звук птиц, у других другой звук. И поэтому сердце, карта сердца, во-первых, говорит о любви, конечно. Но у каждого человека это свой набор удовольствий, что ли, свой набор ингредиентов любовных. Но то, что мужчина вас любит, не сомневайтесь. В этом можете не сомневаться, он точно вас любит. Потому что, когда я спросила, в духе вышла карта сердца. А в духе это живее всех живых. Помните, как у Христа было? Он же говорил только с апостолами, пока был в теле. Когда стал в духе, со всем миром стал разговаривать. Так что карта, когда в духе выходит, она всем может помочь. Сердце – это любовь, традиционно у Ленорман. Но также сердце – это движение какое-то, потому что движение крови, да, это тоже обновление, обновляется кровь кислородом. Сердце такой мотор ваших отношений. Спросите у себя, что является мотором в наших отношениях. Может быть, нужно обновить мотор, купить другой. Знаете, когда я была на Кубе, там у них такие старые машины американские, но еще до их кубинской революции. Потому что они такое себе натворили, что они не могут новые машины получить. То есть они там и моторы позаменяли, все внутри заменили, чтобы они хоть как-то ездили. А сверху они такие же. Может, вам не нужно сверху быть такими же. Может, вам нужно и сверху все обновить. Может, вам нужно вообще обновить человека, другого найти. Или же обновить свои отношения к нему, может быть, бытовые какие-то установки, такие всякие фишечки, штучки вашей пары обновить. Новые песни любви выучить, новые слова, новый словарный запас, что ли, выучить. Может, слова, которые вы друг другу говорили, вообще устарели. Вообще он не слышит вас, потому что вы все одно и то же говорите. И вы не слышите его, потому что он все одно и то же каждый день говорит.
Вам нужно обновить свой, может, словарный запас. И я вас уверяю, я вам даю гарантию на 1000000%. Как только вы хоть немного, хоть на йоту обновите свой словарный запас любви, птицы поют, там кто-то траву тоже косит, ну такая жизнь, да? Обновите словарный запас своих слов, которые вы друг другу говорите, даже чуть-чуть. Вы увидите, что ваши отношения приобретут новый смысл. Это гарантированно. Он пришел домой, или вы пришли домой, или встретились где-то. Попробуйте начинать сказать что-то другое. Попробуйте, с себя начинайте, и он подхватит. Прикусить язычок, так сказать, свой, когда хочется пожаловаться и сказать что-то негативное, или может упрекнуть. И вы посмотрите, что и он начнет следовать за вами, потому что какой человек не хочет иметь счастливые, легкие отношения? Ну, это не значит, что вы не будете вместе и не будет обязательств. Легкие отношения это счастливое, ведь каждый человек, он хочет, чтобы было легко жить, правда? Никто не хочет быть в тяжелых отношениях. Все хотят легких. Легкие это не значит без обязательств. Легкие это не значит без обязательств. Легкие отношения это значит, что мы в кайф просто, нам хорошо вместе. Обязательства есть. Вот видите, какой язык? Язык устарел. Устарела старушка, как говорится, да? Язык устарел. Поэтому ленорманы, они всегда молодые. Почему? Потому что здесь нет языка. Здесь есть символ, а язык новый подбирается к этому символу. Вот и все. А язык устарел. Легкие отношения, есть такая стигма, то, что он не хочет, что ли, обязательств, что он не хочет жениться, он хочет легких отношений, он хочет изменять, он хочет быть свободным в отношениях. Видите, сколько негатива здесь? А на самом деле легкие отношения – это отношения обязательно с обязательствами. Почему? Потому что когда человеку хорошо и легко с вами, он не будет с вами потому, что он должен, а потому что он хочет. И то, что он хочет быть с вами, это дает гарантию вам 1000000%, что он с вами будет. А если он обязан, никто не хочет иметь тяжести. Так что легкие отношения – это вот новый язык, это отношения, которые в кайф, которые хочется иметь, и которые стабильные. Видите, легкие отношения как стабильные отношения. Потому что тяжелые отношения – это нестабильные отношения. Когда в нагрузку, когда обязательства, когда должен, когда что-то такое связывает, кармическое, что отягощает. То есть я вам даю новый язык. Легкие отношения в новом понимании этого слова – это отношения, которые в кайф и которые самые стабильные. Поскольку когда легко, мы никогда не прекращаем. Все в мире ищет легкости. Посмотрите на реку, она ищет даже немножко, и уже осмосис будет. Там чуть-чуть, так, маленький склон, там какая-то миллионная доля градуса, и вода уже будет в этом направлении идти. А человека нельзя заставить. Тогда это уже не легкие отношения, тяжелые отношения, кто их хочет. Тогда ты обязан, как что ли, подневольный, что ли, да? Так что я вам даю новую правду. Легкие отношения – это те отношения, которые самые-самые стабильные. Это наверняка. А я вас всех люблю и знаю точно, что мы еще увидимся. Пока.